Самый вкусный рецепт кабачков. Готовлю их каждый день. Очень просто, быстро и не надоедает. Друзья, обязательно сохраните рецепт, чтобы не потерять, и делитесь с друзьями. Мне понадобится один кабачок. Отрезаю у кабачка кончики и нарезаю вот такими широкими ломтиками. Друзья, этот рецепт очень простой, вкусный и из доступных продуктов. Все ингредиенты я оставлю в описании под видео. Обязательно загляните. Посыпаем кабачки солью и черным молотым перцем. Втираю соль и специи в кабачки и оставлю минут на 10, чтобы они немного постояли и из них выделилась лишняя влага. Разбиваю в миску одно куриное яйцо и хорошо взбалтываю вилочкой. Кабачки уже постояли, пустили сок, хорошенько промакиваю кабачки бумажным полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу. Немного присыпаю мукой или панировочными сухарями. И смазываю каждый ломтик кабачка яйцом. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какого города или страны вы меня смотрите. Я очень рада поближе познакомиться с каждым из вас. В миску насыпаю панировочные сухари. Вместо панировочных сухарей вы можете взять муку. Добавляю немного черного молотого перца и щепотку соли. Противень смазываю растительным маслом и лучше застелить пергаментом, чтобы ничего не пригорело и проще было мыть посуду, чтобы посуды было меньше. Теперь каждый ломтик кабачка я обваливаю в панировке. Можно вилочками, можно руками. И вот так выкладываю на противень. Таким же образом обваливаю все ломтики кабачков. У меня на канале очень много простых, вкусных и быстрых рецептов из кабачков. Обязательно загляните, я уверена, что вы найдете что-то для себя и какие-то из этих рецептов станут вашими любимыми. Выкладываю панированные кабачки на противень. Беру 300 грамм мясного фарша. Фарш можете брать абсолютно любой, у меня курица. И добавляю щепотку сушеных трав, сладкую паприку, сушеный чеснок. Если любите поострее, то можете добавить немного острого перчика. И соль, черный перец тоже по вкусу. А можете вместо всех этих специй взять уже готовую приправу для фарша, которая так и называется и продается в любом магазине. Теперь перемешаем фарш. Вот так, до однородности. На каждый ломтик кабачка выкладываю по ложке фарша. И вот так аккуратно при помощи ложки, а можете при помощи ножа, распределяю фарш по всему кабачку, по всему ломтику. Друзья, кабачки получаются бесподобно вкусные. Я вам очень рекомендую приготовить этот простой и вкусный рецепт. Один помидор нарезаю тонкими ломтиками. Выкладываю кружочки помидоров сверху на кабачки, на фарш. Немного подсаливаю помидоры. Можете сверху еще посыпать сушеным чесноком, получится тоже очень вкусно. Пучок любой зелени мелко нарезаю. Я сегодня хочу добавить базилик, вы можете взять петрушку, укроп, то, что вы любите, друзья. Посыпаю зеленью кабачки. И натираю на терке грамм 100-150 любого сыра. Посыпаем тертым сыром. Оставшиеся ломтики кабачков обваливаем в панировке. И делаем вот такой бутерброд, накрываем кабачки с фаршем и с помидорами сверху вторым ломтиком кабачка.
Сверху посыпаем оставшимся сыром. Духовку я уже разогрела до температуры 180 градусов. И отправляем кабачки в духовку на 30-35 минут. Один маленький огурчик очищаем от кожицы. Здесь 400 грамм сметаны, натираю огурец на мелкой терке прямо в сметану. Вместо сметаны вы можете взять греческий натуральный йогурт, тот, который не сладкий, вы знаете. Приправляю солью и черным молотым перцем, можете добавить любые ваши специи и приправы на ваш вкус, а также тру сюда же один зубчик чеснока. Все перемешиваю, соус получается вкуснейший, к кабачкам подходит просто идеально. Друзья, посмотрите, наши вкуснейшие кабачки уже готовы. Они настолько вкусные, красивые, с румяной золотистой корочкой. Это такая вкуснятина, словами не передать, обязательно приготовьте и попробуйте сами. А сейчас приготовьтесь смотреть еще один вкуснейший рецепт из кабачков. Жареные кабачки вкуснее мяса. Никто не верит, что они готовятся так просто, быстро и получаются невероятно вкусными. Я точно буду готовить кабачки по этому рецепту все лето. Мне понадобится 2 кабачка. У меня сейчас молодые кабачки. Сезон кабачков в самом разгаре, и купить пару молодых кабачков точно не проблема. Отрезаю кончики у кабачков и нарезаю толстыми ломтиками. Посмотрите, толщина ломтика около 1 сантиметра. Кабачки по этому рецепту готовятся очень легко. Продукты все самые простые, вы найдете их в ближайшем магазине или на рынке. Поэтому обязательно сохраняйте рецепт к себе в закладочке и делитесь с друзьями, чтобы они тоже могли приготовить такую вкуснятину. Ломтики кабачков хорошенько посыпаю солью, а также черным молотым перцем. И натираю кабачки солью, чтобы они достаточно хорошо просолились. Все, кабачки хорошенько посолили, натерли специями, отставляем в сторону минут на 10-15, пока займемся с вами приготовлением панировки. В миску разбиваю 3 яйца. Хорошенько взбалтываю, яйца до однородности перемешиваю, можно венчиком, можно вилочкой воспользоваться. И добавляю к яйцам 100 грамм тертого сыра. Сыр берите любой, я беру тот, который хорошо плавится. И хорошенько перемешиваем яйца с сыром до однородности. И чтобы панировка получилась вкусной и ароматной, с насыщенным вкусом, я добавляю сюда немного сушеных трав, у меня итальянские травы, также сушеная сладкая паприка, черный молотый перец и соль по вкусу. Все хорошенько перемешиваю, и наш льезон из яиц с сыром полностью готов. Мы будем обваливать в них подготовленные кабачки. Теперь беру ломтик кабачка и делаю вот такие надрезы. Не дорезаю до конца, чтобы хвостик скреплял кабачки. Получается вот такой вот симпатичный веер. Таким образом поступаем со всеми кабачками. Мне очень нравится это блюдо из кабачков. Оно очень простое, готовится достаточно просто, не занимает много времени, получается очень-очень вкусным, с хрустящей золотистой корочкой и очень сытным. Вы вполне можете заменить такими кабачками мясо, и по вкусу действительно такие кабачки вкуснее мяса. Особенно летом это актуально, когда хочется кушать что-то более легкое, свежее и похудеть к лету. Я готовлю панировку, здесь у меня мука и панировочные сухари, смешиваю муку с сухарями и перемешиваю. Уже можно ставить разогреваться сковородку, наливаю растительное масло для жарки. Кабачки мы с вами уже подготовили, так что сейчас процесс пойдет очень быстро, и минут через 10 уже все будет готово. Беру ломтик кабачка и хорошенько со всех сторон обваливаю его в панировке из муки и панировочных сухарей. Стараюсь, чтобы панировка попала в надрезы кабачка, чтобы получилось еще больше вкусной, хрустящей, золотистой, аппетитной корочки во время жарки.
Таким образом, мы сразу можем обвалять все кабачки в панировке. И теперь нам останется только окунуть их в лизьоне, в яйце с тертым сыром, а также со специями. Обратите внимание, яичная смесь с сыром достаточно густая, чтобы она не стекала с кабачка и хорошо держалась на нем во время жарки. Отправляю кабачок в разогретое масло. Температуру сделайте среднюю, умеренную, чтобы кабачок равномерно прожарился и не горел. А тем временем обваливаю в яйце следующий ломтик кабачка и также отправляю его жариться на сковородку. А пока жарятся кабачки, давайте быстренько приготовим очень вкусный летний соус. У меня здесь сметана. К сметане я добавляю немного свежего укропчика. Вместо укропа вы можете взять любую зелень. Кто-то любит кинзу, кто-то петрушку. Берите на ваш вкус. Отправляю зелень к сметане. Беру один огурчик маленький. Его можно очистить от кожицы. Так соус получится очень нежным, очень сочным и вкусным. И натираю огурец на терке прямо в сметану. Один зубчик чеснока, также тру на мелкой терке, можете измельчить чеснок при помощи чесноковыжималки. Осталось только приправить соус по вкусу солью, черным перцем и вашими любимыми специями. У меня здесь сладкая паприка. Все хорошо перемешиваю, посмотрите. Вот такой вот аппетитный, очень вкусный и нежный соус уже готов. А наши кабачки пожарились, посмотрите, какая вкуснятина, невероятно вкусная, аппетитная, хрустящая золотистая корочка. Друзья, это такое объедение, словами не передать, обязательно попробуйте и поделитесь обязательно рецептом с вашими друзьями, чтобы они тоже могли приготовить такие вкуснейшие кабачки. Обжариваем следующую партию кабачков. Если вам удобнее, вы можете жарить одновременно сразу на 2 сковородках. Друзья, обязательно приготовьте этот невероятно вкусный рецепт кабачков на каждый день. Кабачки в кляре с сыром – один из моих любимых рецептов в моей семье. Кабачки, посмотрите, получаются невероятно красивыми, сочными и хрустящими одновременно. Если вы, как и я, большой любитель блюд из кабачков, попробуйте приготовить из них вот такое блюдо. Сыр делает вкус кабачков более ярким, а жареные кабачки получаются сочными, нежными внутри и имеют румяную воздушную корочку снаружи. А со сметанным соусом, свежим за счет добавления огурца, это просто невероятно вкусно. Друзья, приготовьтесь смотреть еще один вкуснейший рецепт из кабачков, который вы обязательно будете готовить не один раз. Сохраняйте в закладке и не забудьте делиться с друзьями. Вкуснейший и мой любимый рецепт из кабачков. Готовлю вместо кабачковых оладий, улетают прямо со сковородки, пока горяченькие. Этот рецепт из кабачков очень простой, продукты простые и доступные, так что обязательно сохраняйте и делитесь с друзьями. А также можете написать в комментариях, из какого города или страны вы меня смотрите. Я рада поближе познакомиться с каждым из вас. Для рецепта мне понадобится 1 или 2 молодых кабачка. У кабачков отрезаю кончики и нарезаю вот такими широкими толстыми ломтиками. Теперь кабачки нужно немного посолить и поперчить черным молотым перцем. И теперь вот так можно руками втереть соль и перец в ломтики кабачков. Теперь мне понадобится формочка для печенья. Вместо вырубки для печенья вы также можете взять рюмку или стакан. И вот таким вот образом вырезаем сердцевинку у наших кабачков. Друзья, этот рецепт настолько быстрый, вкусный и простой, что я вам настоятельно рекомендую его приготовить, пока сезон кабачков в самом разгаре. Получается вкуснее, чем жареные пирожки, чем чебуреки и, конечно, вкуснее, чем обычные кабачковые оладьи. Вы также можете вырезать сердцевинки при помощи обычного ножа. Используйте то, что у вас будет под рукой и чем вам будет удобнее пользоваться. Разбиваю в миску 3 куриных яйца и вот так вот при помощи вилочки просто размешиваю до
однородности, взбивать ничего не нужно. И на терке натираю грамм 100-150 любого сыра, который легко плавится. Сыр можете взять любой. Тертый сыр отправляю в миску к яйцам. И вот так вилочкой перемешаю яйца с сыром. Теперь добавим любые специи, которые вы любите. У меня здесь итальянские травы, щепотка сладкой паприки, а также сушеный чеснок. Очень люблю добавлять его во многие блюда. Можете добавить черный молотый перец и, конечно же, соль по вкусу. Осталось только все хорошо перемешать. И в другой плоской тарелке я соединяю 3 столовых ложки муки и 3 столовых ложки панировочных сухарей. Я взяла мясной фарш. Фарш можете брать любой, у меня говядина, 300 грамм. Нарезаю мелко одну репчатую луковицу. Друзья, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео, чтобы первыми получать уведомления о моих новых вкусных рецептах. Лук мелко нарезали и отправляем в миску к фаршу. Также мелко нарезаю небольшой пучок укропа. Вместо укропа вы можете взять петрушку или любую другую зелень, например, базилик, если вы любите. А кто-то любит кинзу. Добавляю укроп к фаршу с луком. И по вкусу добавляю соль, черный молотый перец, добавлю еще сладкую паприку для более яркого вкуса. И немножко сушеного чеснока, чтобы не возиться со свежим, не пачкать руки, я всегда использую сушеный чеснок. Хорошо перемешиваем, фарш до однородности можете перемешать ложкой, а можно руками. Теперь набираю где-то 1 столовую ложку фарша и раскладываю по нашим кабачковым кольцам. Вот таким вот образом утрамбовываю ложкой, чтобы фарш хорошо заполнил кабачковые колечки. Все готово, и можно оставить разогреваться сковородку с растительным маслом. Пока греется масло, берем ломтик кабачка и хорошенько со всех сторон обваливаем его в панировочной смеси. А затем обмакиваем в яично-сырную смесь, переворачиваем и отправляем в горячее масло на сковородку. Все то же самое проделываем с остальными кабачками. Жарить кабачки рекомендую на среднем огне, так чтобы они успели хорошо прожариться и не подгорели. Вы можете готовить эти кабачки только на сковороде, а можете обжарить их слегка на растительном масле на сковороде, а затем отправить минут на 5-7 в духовку. Здесь уже подбирайте тот вариант, который вам больше нравится. Я просто накидываю вам идеи, как это можно сделать. Предлагаю приготовить быстрый и вкусный соус. Смешиваю сметану с кетчупом, сушеным чесноком, солью и черным молотым перцем. Все перемешиваю, соус готов, подадим его к нашим вкуснейшим кабачкам, когда они будут готовы. А пока не забываем, переворачиваем кабачки и обжариваем с другой стороны до такой же красивой, румяной, золотистой, аппетитной, вкуснейшей, хрустящей корочки. Ну только посмотрите, как же это вкусно, друзья, словами не передать. Хрустящие кабачки, сырная, аппетитная корочка. Это такая вкуснятина. Обязательно приготовьте и не пропустите этот вкуснейший рецепт в сезон кабачков. А я буду ждать вас в моем новом вкусном рецепте.